Народ, всем привет! Меня очень часто обвиняют в том, что я снимаю очень дорогие автомобили, и одновременно с этим в том, что я постоянно сравниваю с Camry неподходящие варианты. То есть, я говорю, вот эта тачка не очень, а Camry супер замечательная. Поэтому сегодня я хочу убить двух зайцев. Сегодня мы поговорим о прямом конкуренте Camry, примерно за те же деньги, а даже дешевле. И получится, что это автомобиль, который доступен для всех, и в то же время, который, в общем-то, не уступает Camry ни в чем. Вообще, если мы возьмем прямых конкурентов Camry, то, на мой взгляд, их всего два. Это Hyundai Sonata EF и второй конкурент, про которого мы сегодня будем разговаривать. И это, сразу скажу, это не Honda Accord 7, как многие думают. Honda Accord 7 это не прямой конкурент Camry. Сегодня мы поговорим об автомобиле, который ничуть не меньше по габаритам, чем Camry, и по оснащенности ни в чем ей не уступает, а даже в чем-то превосходит. Сразу хочу сказать, извините, пожалуйста, за то, что я буду сильно щуриться в этом видео, потому что очень яркое солнце, плюс снег, все отражается, а локация такая, что тени здесь найти нигде нельзя. Поэтому сегодня я немножко побуду китайцем, и уж вы за это меня простите и сильно не пинайте. Я думаю, что многие из вас уже догадались, что это за автомобиль. Для всех остальных же это Nissan Maxima в кузове A33. Поехали! Если начать с истории, то вообще история Nissan начинается примерно с 1933-1934 года. И само название Nissan — это производное от словосочетания Nihon Sangyo, что означает «японская промышленность». Изначально этот значок был в виде красного круга и синей полоски с надписью Nissan. Красный круг означал солнце, синий квадратик означал небо. И сам по себе символ Nissan означал успех через искренность. Целью изначально Nissan было завоевать рынок, который уже был, скажем так, хорошо завоеван Тойотой, завоевать внутренний сначала рынок Японии, а после этого еще и экспорт. Вообще, 1976 год для Nissan стал очень знаковым, просто потому что в те годы Nissan наконец-то завоевал ту награду, к которой изначально стремился, а именно самого крупного поставщика автомобилей на экспорт. Больше, чем Nissan, никто не поставлял автомобили в другие страны. Это действительно огромная и крутая награда. В то время, когда Mercedes только-только выпустил свою топовую модельку 123, которая только-только будет становиться бестселлером, Nissan уже завоевал огромную награду, за которую ему дикий респект. И это очень круто, потому что война с таким брендом, как Toyota, это довольно серьезное мероприятие, и Nissan с успехом ее прошел. Но были и определенные недостатки. Политика самой компании начала приносить негативные плоды. Политика была такая, что они очень много денег тратили на разработку моделей, и зачастую эти деньги не компенсировались продажами этих моделей. Потому что у Toyota все-таки политика была жестче, и они умели делать, скажем так, разные автомобили на одних и тех же наработках. Nissan же делал гораздо больше разного рода интересных фишечек в автомобилях, тратил больше денег, и поэтому к концу 90-х катастрофически близко приблизился к банкротству. Вот вы представьте себе, что такой бренд Nissan мы могли бы вообще сейчас не наблюдать, он мог бы быть банкротом, если бы не французы. Замечательным образом появилась компания Renault, во главе которой стоял Карлос Гон. И это вообще одна из самых, наверное, топовых личностей в автомобилестроении за последние лет 20. Он не просто смог вытащить Nissan, он смог так построить работу Nissan, что компания выбралась из этих долгов и пошла в дикий плюс. И все это произошло буквально за несколько лет. Естественно, не без помощи Renault, естественно, не без этого. Но, тем не менее, как классно, когда два таких бренда сливаются и при производстве автомобилей начинают использоваться сильно. %4 акций Nissan, а Nissan забирает 15% акций Renault. И именно это и называется слияние. Не когда бренд один покупает другого, а именно когда происходит перемешение брендов, так скажем. И это, наверное, одно из самых удачных, в отличие от того же Daimler Chrysler, например, слияний концернов, просто потому что после этого Nissan расцвел. Потому что те технологии, которые были ими наработаны и разработаны, появилась возможность реализовывать и предлагать в Европе. И, соответственно, получилось такое, что мы на многих автомобилях концерна Renault видим ниссановские наработки по
подвески двигателю. И на многих автомобилях Nissan мы имеем наработки реношные по дизайну, там, салону и так далее. И одним из первых автомобилей того времени стал Nissan Maxima, потому что этот автомобиль как раз появился на рубеже 99-2000 года, когда произошло слияние, но на самом деле по большей части он разработан именно Nissan, так как сами разработки велись до слияния, и на его разработку было потрачено очень большое количество денег. Однако в чем заключается печаль, самое главное, в том, что в отличие от Camry, в современном мире Maxima не ценится так. И очень зря, потому что тачка как минимум стоящая. Давайте уже перейдем к самому обзору автомобиля. И начнем мы с того, что Nissan переплюнул одну из сильных сторон Camry 30. Nissan Maxima, хотя она и не выглядит таковой на самом деле, длиннее Камрюхи на 10 сантиметров. По ширине они примерно одинаковы. И это, кстати, жирный плюс, потому что эти 10 сантиметров спрятаны не в багажнике, не под капотом, а именно в салоне. То есть, при том, что у Camry огромный салон, у Nissan места для задних пассажиров гораздо больше. Ну, гораздо. Те же, может быть, 5, плюс-минус 5, там, 7 сантиметров, но они играют роль. Поэтому в чем-то этот Nissan уже переплевывает Toyota. Nissan Maxima производилась с 1999 по 2006 год в таком виде. На самом деле она даже сейчас производится по сей день, но правда в Малайзии, где-то там далеко-далеко, и очень не зря, потому что автомобиль получился классным, удачным и действительно надежным. Ее сложнее найти в хорошем состоянии. А просто почему? Потому что массовость производства на стороне Camry. Покупая Nissan Maxima, вы можете получить все то же самое, что есть у Camry, но дешевле. А в общем-то, если взять идеологию, автомобили очень схожи. В обзоре Peugeot я говорил, что практически у всех производителей есть легендарные моторы. Есть ли такие легендарные моторы у Peugeot? Ну, естественно, под вопросом. Естественно, никто не смог этого оспорить, у Peugeot нет легендарных моторов, но они есть у Nissan. И причем, если мы возьмем, например, я вам сказал, что у Toyota практически каждый мотор легендарный, только единицы тойотовских легендарных моторов могут дотянуть до этого. А именно это VQ30DE. Это один из лучших моторов всех времен. А именно по сочетанию отдачи мощности, экономичности и, скажем так, плавности и тишины работы ему вообще в принципе нет равных. И у этого мотора есть куча регалий и наград. Я скажу, что это уникальный двигатель хотя бы в том, что он 6 раз попадал в топ-10 лучших моторов. Представьте себе, в 6 раз. С 96 по 2001 год. И это же офигеть как круто. В 2001 году последний раз он попал туда. А в 2002 году, как вы думаете, что случилось? Если вы думаете, что он просто вылетел из списка, нет, его просто заменила другая модификация. А именно VQ35DE. Другая подмодификация этого мотора. То есть Nissan попадал в этот список с этим мотором, построенным на этой платформе. То есть все модели, двигателей V6, которые вы можете сейчас встретить на Nissan, Infiniti и прочее, все они сделаны на базе именно этого мотора. И это действительно классные моторы, потому что они очень тихие, они очень надежные, при этом они обладают невысокой массой и довольно хорошей топливной экономичностью. Но опять, довольно хорошей относительно отдачи мощности. Потому что если мы возьмем расход этой Максимы, то окажется, что жрет она раза в 1,5 больше, чем Camry. И это связано совсем не с тем, что мотор плохой, а связано с тем, что этот мотор V6, то есть V-образная шестерка. На 30-ке тоже есть V-образная шестерка. Это мотор 1MZ. Но ставилась она на меньшее количество автомобилей, а у Максимы нет другого мотора. То есть у Максимы все 4 двигателя, которые сюда ставились, 2-литровый, 3-литровый, а еще есть 2,5 и 3,5, это все одни и те же версии одного и того же мотора, просто, грубо говоря, разного объема. Естественно, там гораздо больше различий. И это один из лучших моторов в мире за все время. И поэтому, покупая себе Nissan Maxima, вы можете быть уверены, что в чем-то вы лучше, чем любой другой. Вы можете ехать и из окна плевать, например, в чертов Солярис. И говорить: тьфу, бля, Солярис. Потому что мотор у тебя говно, а у меня мотор хороший. Вы можете так делать. Я сразу не рекомендую вам брать максимум на 2 литрах. 2 литра это тот же самый VQ20DE, как и этот VQ30DE. Мотор тот же самый, только разница в объеме. Но
важно понимать, что если вы попытаетесь сэкономить в данной ситуации, то это не получится, потому что этот, что тот мотор жрут примерно одинаково, так как это V6, поэтому минимальный расход в городе примерно 13-14 литров. С пробками 15-16 даже может уложиться, и это, наверное, единственный недостаток максимум по сравнению с Camry, потому что здесь у нас обычный традиционный V-образная шестерка на цепи без каких-либо систем, а там у нас и фазовращатель, ну то есть система VVTi, и рядная четверка большего объема, и, соответственно, при прочих равных та четверка рядная выдает больше мощности, чем двухлитровая шестерка здесь, и дает лучшую динамику и большую экономичность. При том, что я сказал, что двигатель Camry более совершенный и технологичный, если мы послушаем звуки работы, то Nissan во всем переигрывает, просто Camry гораздо лучше. Но, естественно, помимо того, что звук V6 всегда приятнее, чем звук рядной четверки, помимо этого сама работа двигателя у Camry, она более грязная. И вот просто послушайте, как работает двигатель Camry. И как работает двигатель Nissan. Чувствуется, что двигатель Nissan работает гораздо мягче и приятнее, чем двигатель Camry. Но при этом, как я сказал, двигатель Camry технологичнее, жрет он меньше, едет лучше. Но если вас интересует именно звук, то Nissan звучит круче. Как я уже сказал, этот мотор очень надежный и ресурсный. Но, естественно, загубить его можно, как и любой другой, а именно, в первую очередь, традиционно для японцев, в первую очередь, не промывая систему охлаждения. Мотор довольно горячий и много проблем, особенно в странах или в городах, где преобладает теплый климат. Если люди не промывают систему охлаждения, перегрев, многие даже не замечают перегрева этого мотора, а перегрев ему страшен. Как и любому двигателю внутреннего сгорания, ему страшен перегрев. И после этого начинаются разного рода неприятности. Вроде жора масла, вроде со временем появления задиров и прочего. Поэтому, если вы ищете себе Nissan Maximum, то, наверное, на мотор, я бы сказал так, надо обращать меньше всего внимания. Не потому, что мотор бессмертный, а потому что убить его очень сложно. То есть, если человек на нем вжигает, там, что угодно вытворяет, мотору по барабану, действительно, то есть он не умирает. Даже если люди гоняют на нем на холодную, без прогрева, пофиг, то есть он очень живучий. Но если я сейчас возьму эту машину, начну на ней наваливать, то об этом узнает, скорее всего, через полгода следующий только владелец. Сразу он не проявляет свои недостатки. Кстати, еще одной интересной особенностью этого мотора является то, что они производили до последнего мотор с механическим дросселем. В отличие от той же Camry, где на моторе 2Z стоит уже электронный дроссель, механически обладает определенным недостатком. А именно, если мы берем, например, версию с круиз-контролем, как вот это, то для того, чтобы реализовать круиз-контроль на механическом дросселе, ставится специально отдельный блочок, который с помощью троса также может натягивать дроссельную заслонку. И, соответственно, поэтому у нас есть здесь два троса, такой механизм, и, соответственно, механический привод тросиком от самой педали газа. С этим, кстати, связан определенный недостаток. Здесь стоит потенциометр, датчик положения дроссельной заслонки, который, к сожалению, не является самым надежным узлом этого двигателя, а именно выходит из строя периодически и легко, кстати, проверяется, очень легко. Вы просто попробуйте поймать 1750 примерно, 1700-1800 оборотов педалью газа. Если у вас получится, то, скорее всего, все исправно. Ну, это такой дедовский способ, но тем не менее. Если же вы не можете поймать, если вы пытаетесь набрать 1750 оборотов, а у вас вместо этого она падает до 1500, то, скорее всего, датчик положения дроссельной заслонки либо неисправен, либо неправильно настроен. А настраивается он щупами, очень сложно. Поэтому проверяйте правильно. Если взять недостатки этого мотора, то можно одним из них назвать кондиционер, а именно компрессор кондиционера, потому что он расположен очень неудачно внизу, и много грязи на него попадает, и со временем на нем начинает гудеть подшипник. Поэтому, если вы приезжаете смотреть этот Nissan и слышите при запуске какой-то непонятный вой, то, скорее всего, это подшипник компрессора. А компрессор — это один из тех элементов на этот автомобиль, который стоит дорого, и найти его непросто, даже на разборке. А новый, естественно, там космических денег, как и многие вещи на старые автомобили. Новое всегда дорого. Многие хитрые люди при продаже просто не меняя компрессор, ставят более короткий ремень в обход этого компрессора кондиционера, и при продаже традиционно говорят вам, что надо кондиционер всего лишь заправить. Вообще, если вы будете искать Maximum на вторичном рынке, то большое внимание стоит уделять в первую очередь кузову, потому что, к сожалению, как и Camry, Maxima гниет. Гниет очень сильно. И вот в этом минус. Здесь Peugeot, спасибо большое, Peugeot 607 оцинкованный, и у него с этим проблем нет.
Максима, особенно битая, может доставить вам кучу головняка по гнилым местам. То есть может быть такое, что внешне она выглядит неплохо, а если вы залезете внутрь, то даже силовые элементы, те же стаканы, те же лонжероны, усилители, все может гнить. Особенно если это побывало в ДТП. Причем традиционно, как у многих Ниссанов, у Максимы гниют стаканы, гниют швы стаканов, гниют усилители верхние и прочие стыки. То есть практически везде здесь может образоваться ржавчина. И если автомобиль эксплуатируется в больших городах, таких как Москва, Питер, то, естественно, наличие соли, которые посыпают дороги, не просто способствует, а оно является катализатором. То есть оно ускоряет процесс гниения такого автомобиля. Плюс они почти все побывали в ДТП, значит, у них очень много дефектов скрытых. Например, в случае серьезного ДТП по морде сверху поставили крыло, и все выглядит ништяк, а внутри усилитель был в гармошку, его растянули, и во всех местах смятие и вытягивание металла. Появляются очаги коррозии, и все это со временем гниет. Самое хреновое будет узнать вам, например, что у вас сгнил усилитель внутри. Снаружи машина классная, а внутри она уже гнилая. Самая большая проблема в поиске таких автомобилей – это найти целый кузов. То есть даже вот этот автомобиль имеет ряд недостатков. Я его даже не осматривал толком, посмотрел чуть-чуть внешне и заметил такой нюанс, как, например, фары депо. Фары депо свидетельствуют в большинстве случаев о том, что автомобиль получал по морде, и это нормально, но могло быть и другое. Например, у человека появилась трещина на фаре, а здесь в большинстве случаев стоит штатный ксенон, и штатная бэушная фара, раз на ней штатный ксенон, то она довольно дорогая. И, соответственно, проще купить китайское говно вроде депо и поставить вот так. Просто если вы поставите одну фару депо, то у вас они будут различаться. Когда вы ставите две фары депо, нет проблем. С этим надо мириться, потому что есть такие моменты на этот автомобиль, вот такие вот моменты по запчастям, которые стоят дорого. Многие люди считают, что мы не беремся за подбор этого автомобиля, потому что не хотим работать. Совсем не так. Просто потому что в таком состоянии, в котором мы можем порекомендовать эту тачку, их просто не осталось. Они почти все идут с дубликатами ПТС, либо там, например, после серьезных ДТП, либо полностью перекрашенные, что-то еще. То есть нельзя быть полностью уверенным и сказать, что этот автомобиль в отличном состоянии. В отличном состоянии этих Максим практически нет. Если вам повезет где-то найти, то, естественно, хватайте сразу, потому что это единичные случаи. То же самое и про Camry 30, можно сказать. В этом большая проблема. Поэтому, если вы хотите приобрести такой автомобиль, то лучшим для вас будет, наверное, поискать его, найти и уже после этого пригласить специалиста, чтобы он оценил объективно этот автомобиль, целесообразность его покупки. Если вы обратите внимание, то ценники на них начинаются со 130 и заканчиваются 380 тысячами рублей на данный момент. 300, 320, 340 – это нормальная цена за такой автомобиль в среднем состоянии. Но, в общем, вы получите целый автомобиль, который в ваших руках пройдет еще не 100 000 километров. Есть еще одна фишка, которую важно знать, если вы купили себе Nissan Maxima. А именно, вас могут разводить в сервисе на замену свечей со снятием коллектора. Официально заявляют, для того, чтобы выкрутить свечи на этом автомобиле, снимать впускной коллектор не требуется, потому что здесь замечательно есть выемки под катушки, они здесь стоят. И можно вытащить катушки, выкрутить свечи, ничего не снимая. Поэтому, если вам чешут в сервисе, что надо снимать впускной коллектор, просто валите из этого сервиса и можете даже дома выкрутить их и поменять. Это несложно. И еще, кстати, связана с этим небольшая неприятность, а именно слабые катушки. Поэтому, если у вас вдруг начал троить мотор, не паникуйте. Вероятность, что у вас пропала компрессия в каком-то цилиндре, минимальная. Скорее все-таки дело в том, что вылетела какая-то катушка. Кем бы вы ни были, этот автомобиль отремонтировать на коленке можно. И это жирный плюс. По мотору здесь все, давайте перейдем к коробке. Как мы знаем, у компании Toyota есть Aisin, производитель коробок, скажем так, дочернее предприятие. Примерно то же самое у компании Jatco с Nissan. Именно джатковская коробка стоит здесь, а именно GE4F. Меня, может быть, будут пинать, но я скажу, что это одна из лучших коробок Jatco именно автоматических. Потому что вы знаете, что Jatco — это лидер по производству вариаторов. И если мы возьмем автоматы, то один из лучших автоматов за все время, произведенный Jatco, это именно GE4F, который устанавливается сюда. Причем, кстати, почему я говорю, лучше брать 3-литровую версию? Потому что на 3-литровых версиях встречается коробка версии V на конце, то есть 0.3V, а именно с LSD, с самоблокирующим дифференциалом. Автомобили, имеющие в базе штатный самоблок, все-таки чуть лучше управляются в поворотах и чуть лучше стартуют с места. Но опять, даже если у вас его не будет, особо не переживайте.
Автомат очень надежный, но и как традиционно, вот это я говорю практически про все автоматы, потому что общие неисправности у них примерно одинаковые. А именно, если вы долго не обслуживаете эту коробку, забивается канал соленоидов, забиваются каналы гидроблока, со временем падает давление общее в системе, соответственно, начинает гореть фрикционы, и до свидания вся коробка. В большинстве случаев японские старые четырехступенчатые автоматы, что Джатка, что Айсин, ходят до последнего. То есть вы до последнего ездите, у вас нет проблем, нету, и бац, в один момент она начинает уже просто хандрить. И все это происходит, потому что вы ее довели до такого состояния. Со временем все равно, возможно, придется делать капремонт коробки. И опять, нужно ли делать капремонт коробки, когда вы за 25-30 тысяч можете приобрести себе другую? Так как это довольно распространенный автомат, и в случае, если вы его угрохаете, 25-30 тысяч, вы покупаете другую коробку и ездите долго и счастливо. В общем, это примерно все, что надо знать по двигателю и коробке. Давайте переходить к салону. Кстати, на что я обратил внимание здесь, это максимум должна быть с ксеноном. А именно почему? Потому что если мы заглянем вот сюда, то мы можем увидеть, что здесь стоит датчик положения кузова. То есть датчик высоты. Нужен он для чего? Для того, чтобы у вас был автокорректор. Когда у вас... кстати, второй способ проверить, это посмотреть, нет ли автокорректора. У нас здесь нет корректора фар, значит, стоит автоматический корректор. И, соответственно, понимая, что у нас есть датчик положения кузова, плюс отсутствует ручной корректор фар, это означает, что здесь должен стоять ксенон с завода. Поэтому это такая мини-проверка. Если вы подходите к машине и видите галогенки, загляните вот сюда вот. И если вы видите там находящийся датчик, его сам датчик особо не видно, но видно тягу на этот датчик, тогда вы будете понимать, что стоят неродные фары. Даже если вы не разбираетесь в том, какой производитель этих фар, важно понимать, что родные они или нет. Это хоть какую-то вам информацию даст о том, в каком состоянии автомобиль. Если поговорить про салон этого автомобиля, то я скажу, что здесь в чем-то Nissan переплюнул Camry, а в чем-то не дотянул до нее. Если взять по качеству отделочных материалов, то, естественно, Nissan все-таки проигрывает. И это такой бич Nissan, вообще концерна Renault Nissan, в том, что качество отделочных материалов у них всегда низкое, к сожалению. Оно как бы одноразовое. Если мы возьмем Camry, с таким же примерно пробегом, то у Camry салон сохраняется в разы лучше. То есть, если мы здесь пощупаем кожу, то окажется, что, как и традиционно везде, сама кожа здесь используется только в малом диапазоне, а именно в тех местах, где вы прилегаете, скажем так, спиной и задницей. А в остальных местах используется дерматин. И это тоже, в принципе, нормально, на Camry примерно так же, но здесь он используется еще и на передней плоскости, и поэтому со временем вот такие вот шкурки, отваливание шкурок дерматина, это нормальное проявление на таком Ниссане. Вот если мы посмотрим, например, на дизайн салона Максимы и дизайн салона Camry, то вот мне, например, ближе дизайн салона Camry, но это не значит, что здесь плохой. А он, в общем-то, примерно то же самое, просто сделанное другим производителем. То есть мы имеем тоже довольно хороший пластик местами, на обивках дверей, например, на торпеде. И местами такой дешевенький пластик, это вот где он под дерево сделан, или вот на Максиме центральной консоли вот эта вот пластиковая крышка. Все то же самое, просто в разных местах. И это неплохо. И, например, щиток приборов. Вот самое интересное. На Максиме изначально стоит щиток приборов с флуоресцентной подсветкой. Это крутая штука вообще. Тема интересная. Когда у вас выключено зажигание, вы не видите щиток, он полностью черный, включаете, он загорается изнутри. На Camry все то же самое есть, но в рестайлинге. Там он называется Optitron, и он тоже крутой. Но вот опять, реализация. Здесь, какая-то мелочь, да. Но как здесь горит подсветка и горит там, например, на Camry мне больше нравится. Но это не значит, что здесь плохая. Еще раз. Очень прикольно наблюдать за тем, как примерно то же самое делает другой производитель. Например, то, чего нет в Camry, есть здесь. И то, что есть в Camry, здесь отсутствует. Например, качество кожи, как я сказал уже, в Camry лучше, здесь похуже, но при этом, например, наличие памяти сидений, в Camry нет памяти сидений. Наличие люка. В Camry бывает люк, но это вообще редкость, на самом деле, большая. Здесь есть очень интересная функция, так как у нас есть память, и мы это получаем, обратите внимание, не в Infiniti, а в Nissan. А именно функцию автоотъезда сидений. У нас здесь есть такая кнопочка, которая в режиме авто либо канцель. Это выбор того, будет ли отъезжать сиденье или нет. Если у нас включен отъезд сиденья, то при выключении замка зажигания у нас сидушка отъезжает для того, чтобы можно было выйти из салона, и как только мы садимся и включаем зажигание, она у нас подъезжает ближе. То есть возвращается в то положение, в котором она была.
И если мы не хотим эту функцию мучить, например, сидушку старую, то мы просто выключаем этот режим и все. И у нас сиденье остается в том же положении, в каком мы его и настроили. Это, блин, круто. И наличие такой функции — это очень приятный бонус, который очень приятно получить за такие деньги. И причем вы все это получаете за те же, как я говорил, 320-340 тысяч рублей. У Camry, я уже об этом говорил, например, подогрев сидений всего в одном положении. То есть он или включен, или выключен. Здесь же два положения. Ниссановские вот эти стандартные кнопки, которые они 100 лет везде уже ставят. Это тоже приятная мелочь. Вот, например, когда два положения подогрева сидений, это приятно. Ну, то есть это гораздо удобнее регулировать. В общем, блок климата примерно такой же, как на Camry. Все то же самое. Также есть место под установку двухдиновой магнитолы. Здесь она стоит уже с экраном, а в Camry сейчас стоит кассетная магнитола. И вот даже часы, что у Camry, что здесь, они очень похожи. То у Camry там еще борт-компьютер, а здесь его нет. В общем, если сравнить эти автомобили, это все то же самое, но сделано чуть-чуть другим производителем и чуть-чуть по-своему. У Camry, как многие из вас знают, багажник открывается механически дерганием рукоятки, и также открывается лючок бензобака. Здесь же для этого сделаны кнопки на двери, что, кстати, и на Тиану потом перекочевало, и много куда. Очень интересная тема от Nissan. И то есть его можно открыть отсюда, дернув. То есть получается примерно то же самое, что у Camry, но Camry реализовал это тросиком, Toyota. А здесь у нас нету никаких кнопок, но реализовано это уже электронным выключателем на двери, кнопочкой. И я вообще никогда не рассказываю про багажник, это в принципе не актуально, но здесь я не могу не сказать просто потому, что я не понимаю логики. Скажу именно так. Обратите внимание, что багажник вроде бы большой по объему, но очень высоко находится пол. И сделано это по причине того, что сюда засунули полноразмерную запаску. Так вот, чтобы засунуть ее, но при этом не делать очень низкую нишу для самого запасного колеса, они это реализовали по-другому. Они подняли пол, то есть увеличили высоту пола. И вы посмотрите, какие огромные квадраты просто пенопласта стоят по краям для того, чтобы ваш пол был ровным. И при этом он выше, ну вот посмотрите, сколько здесь сантиметров, 15 свободно, наверное, лишней высоты, которую можно было бы не делать. Если бы они закинули сюда просто докатку низкую, то пол упал бы примерно на 15 сантиметров, а это бы в литрах очень сильно увеличило багажник. Есть еще один момент, вот, который я реально не понимаю. Это дизайнерское решение вот этих вот штук. Это ручки на передних сиденьях для задних пассажиров. Знаете, что они напоминают? Они напоминают, ну, кому как, я просто ездил в поезде одно время, немало. И вот эти вот обычные старые российские, советские вагоны, в них есть такие вот зажимы для полотенец. И вот он их именно мне и напоминает. Вот эта вот ручка напоминает именно эти зажимы. Зачем она здесь, я просто не понимаю. То есть есть сверху ручка, такая же традиционная, как везде. Ну, сделайте на стойке, если вам нужна ручка, как это делают на внедорожниках. Но вот это вот просто зачем? Оно же, ну не знаю, на мой взгляд, это сильно портит впечатление о салоне. Это похоже на АвтоВАЗ на какой-то. Вот АвтоВАЗ так может отмочить. Я не знаю, может это Renault после покупки Nissan решил привнести какую-то свою фишечку вот в таком вот виде. Я не знаю, но это просто конец, серьезно, на мой взгляд. Кстати, вот еще интересный момент. У Максимы, я не понимаю, почему, нету одиночного взмаха дворниками. То есть на Camry, как и на многих автомобилях современных, да, на большинстве, почти на всех, есть, если переключатель дернуть, например, вверх или вниз, где как, дворник срабатывает один раз. Здесь его просто нет, все, просто нет этого режима. То есть, что хочешь делай, а они не срабатывают. И поэтому, выбирая такой автомобиль, я думаю, каждому надо руководствоваться тем, что для него более важно. Если нравятся отделочные материалы, хочется большую ликвидность и, например, нравится дизайн салона и плюс хочется большую мягкость и плавность хода, тогда подходит Camry. Если хочется более жесткую, более динамичную, более такую плотно сбитую тачку и при этом большое количество опций, например, память сидений та же самая, то стоит обратить внимание на Максиму. Ну что, подводя итоги, хочется сказать, что, на мой взгляд, Максима в кузове А33 недооцененный автомобиль. Хоть она и продавалась большими партиями за границей и в России тоже, но не дотянула до той же Camry, хотя она является прямым ее конкурентом и ни в чем ей практически не уступает. Мне очень нравятся такие автомобили, и мне кажется, что многим из вас они тоже нравятся. И если вы до этого не рассматривали такой автомобиль, и у вас есть бюджет 300-350 тысяч рублей, то, возможно, вам не стоит покупать какой-нибудь Lancer 9, а стоит посмотреть на нее. Поэтому не пожалейте времени. Съездите и посмотрите хотя бы один такой автомобиль, и, возможно, он вас удивит и порадует. На этом все. Как-то так. Всем пока.